Уважаемая Ирина Николаевна, уважаемые коллеги, проблема, которая обозначена в нашем докладе, она, в общем-то, во многом определяется тем, что в ряде случаев при банальной острой респираторной инфекции в дебюте затем сохраняется затяжной кашель. И вот для того, чтобы провести правильный дифференциальный диагноз, выйти на поиск причин, необходимо вспомнить все-таки, что кашель – это только вспомогательный механизм для санации трахеобронхиального дерева. В нормальных, обычных условиях очищение от секрета, который обязательно должен вырабатываться в этом анатомическом локусе, осуществляется за счет мукоцилиарного клиренса. И в целом, тогда, когда все функционирует адекватно, сбалансированно, то и сам секрет, и те частички инородные, которые попадают, в том числе и микроорганизмы, которые могут оседать на этом секрете, током от дистальных проксимальных отделов, током этой слизи, в конце концов достигают ротоглотки, и незаметно для нас либо проглатываются, либо иногда бывают какие-то небольшие кашлевые симптомы. Мы их просто-напросто даже не замечаем. В целом весь секрет, он гетерогенен. И это, по сути, продукт жизнедеятельности большого количества различных клеток. Функционально вполне понятен для нас состав, поскольку он направлен в первую очередь все-таки на выполнение основной функции органов дыхания, проведение воздуха, согревание его, возможность очищения его, борьба с болезнетворными микроорганизмами, которые не должны колонизировать слизистые. Но в тот период, когда возникает воспаление, мы понимаем, что этот состав меняется. Во многом это обусловлено тем, что избыточно начинают функционировать клетки, которые всегда есть в слизистой, в подслизистом слое, но изменяет это все, в том числе и соотношение между жидкой частью и компонентами, которые дают возможность муцинам образовывать сульфидрильными мостиками более трудно, более тяжело подвижные соединения. Существенно уменьшается гель-слой, но зато возрастает золь-слой. Это приводит к тому, что ворсинки и без того мерцательного эпителия, и без того поврежденные за счет воспалительных процессов, не справляются с нагрузкой. Вот этот малоподвижный золь-слой, по сути, формирует густую, трудно отделяемую мокроту. И поэтому понятно, что в тех ситуациях, когда отмечается кашель с трудно отделяемой мокротой, необходимо использовать лекарственные препараты, которые могли бы разжижить, сделать более текучим, улучшить реологические свойства этого слоя, восстановить мукоцилиарный клиренс. До тех пор, пока это не произойдет, основная роль по поводу очищения, санации как раз организмом перекладывается с поврежденного мукоцилиарного клиренса на кашлевой рефлекс. Это сложный рефлекс, он регулируется за счет активации периферических рецепторов и, как правило, в большинстве случаев он купируется в течение нескольких недель с момента острой респираторной инфекции. Но иногда мы сталкиваемся с тем, что кашель сохраняется более длительный период. Вот здесь, конечно, нужно понимать, что в отличие от взрослой практики, когда то, что называется, не спеша идет поиск причины этого затяжного кашля. Более того, по сути, они имеют даже возможность рубрицировать это как симптом. Обратите внимание, в педиатрии мы крайне редко пользуемся теми шифрами, которые направлены не на нозологию, а на описание симптома. Во взрослой практике такой вариант возможен. Я понимаю, что это не наш путь, да? Мы пойдем другим путем, мы будем искать причину все-таки. И среди всех этих причин на первом месте, безусловно, это инфекционное воспаление. Да, не надо забывать, что кроме инфекционного воспаления есть и другие причины. Поэтому если имеется
затяжной кашель, мы должны исходно анализировать анамнез жизни, анамнез заболевания, приморбидные состояния, провоцирующие факторы, для того, чтобы исключить не только инфекцию, хотя она все-таки преобладает. В среднем это более 65% всех случаев затяжного кашля. Вот наши данные, посмотрите, 72% это все-таки последовательные, как правило, смешанные, сочетанные вирусно-бактериальные и грибковые, иногда в ряде случаев, инфекции. Очень интересная работа была опубликована в этом году. Оказалось, что в среднем до 5% детей, которые на фоне частых острых респираторных инфекций в дальнейшем имеют затяжной кашель, на самом деле являются пациентами с первичным иммунодефицитом. Б – клеточный, некритичный иммунодефицит. Чаще мы его верифицируем как гипо-IgA селективный иммунодефицит. До 5% таких детей не просто часто болеют, но еще и, заболевая очень долго потом, борются с этим затяжным кашлем. По нашим данным, все-таки надо обращать внимание, в межэпидемический период это исследование проходило. Вероятнее всего, сейчас на пике заболеваемости микоплазменной инфекцией таких детей будет значимо больше, об этом мы должны помнить. Наши данные примерно также экстраполируются с данными Юрия Леонидовича Мизерницкого, тоже примерно 70% это инфекционные, но он обращает внимание, вот что значит взгляд уже специалиста, направленного на выявление своей патологии. Он обращает внимание, что треть пациентов с затяжным кашлем на самом деле это вовремя нераспознанные аллергические заболевания респираторного тракта. Причем интересно, что у школьников это возрастает до 60%. Но тоже эти исследования в межэпидемический период. Поэтому, конечно, мы должны искать причину. Для этого правильно формируем векторы диагностического поиска, вспоминая, что среди всех причин могут быть различные, в том числе и очень редкие состояния. И в каждом конкретном случае необходимо детализировать жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни ребенка с уточнением его приморбидных состояний. И если этот кашель сопровождается трудноотделяемой мокротой, густой мокротой, вязкой мокротой, то в качестве препарата выбора здесь должны использоваться препараты, обладающие муколитическим эффектом. На сегодняшний день зарегистрировано большое количество муколитиков, которые мы можем с вами использовать. Некоторые из этих муколитиков начинают работать уже в тот период, когда мы начинаем их применять, а, допустим, сам бромгексин должен в организме еще и метаболизироваться в активные формы, поэтому применение препаратов, в состав которых входит активное вещество бромгексина, начнет проявлять свою терапевтическую эффективность только спустя несколько суток с момента применения. Очень интересно выглядит производные карбоцистеина. И вот я хочу напомнить вам, что среди механизмов действия это не только улучшение реологических свойств у карбоцистеина, не только улучшение кальциллярного клиренса, но и очень интересный аспект, на который хочу отдельно обратить ваше внимание, это возможность опосредованного влияния не только на воспалительный, но и на противоинфекционный компонент. В качестве подтверждения работа Юрия Леонидовича Мизерницкого, работа группы авторов под руководством профессора Болясинской, обратите внимание, существенно уменьшается продолжительность в целом обструктивного синдрома, непродуктивного, продуктивного кашля, продолжительность госпитализации. Аналогичные данные вот у группы авторов под руководством Юрия Леонидовича Мизерницкого. Очень интересно, и в первую очередь нас здесь привлекает тоже более быстрое купирование симптомов, возможность выписки пациента. Чем же это обусловлено? Обусловлено тем, что стало известно, что если рассматривать патогенез такого, репликации такого вируса, как наиболее частый, допустим, риновирус, то его, ну, скажем, мишенью является молекула поверхностной адгезии ICAM-1. Затем для того, чтобы произошла адекватная репликация, должны активироваться кислотные эндосомы. В результате этого заканчивающаяся репликация и выход дочерних вирионов будет сопровождаться усилением продукции провоспалительных цитокинов, которые в свою очередь будут усиливать экспрессию рецепторов адгезии ICAM-1. Так вот, оказалось, что воздействие карбоцистеина
на эти клетки позволяет существенно уменьшить экспрессию молекул адгезии, а значит проникновение вирусов будет снижено. Далее, очень интересно, что уменьшается активность кислотных эндосом, а значит репликативная активность будет уменьшаться, снижается, обратите внимание, продукция интерлейкинов воспалительного ряда, и это все сопровождается, все это вместе сопровождается как результирующее уменьшением по сравнению с контролем, посмотрите, пожалуйста, репликации риновирусов. Вероятнее всего, именно с этим и связаны не только его реологические, улучшение реологии, улучшение мукоциллярного клиренса, но и противовоспалительные и противоинфекционные механизмы действия, которые позволяют быстрее восстановить поврежденный мукоциллярный эпителий и способствовать санации избыточного патологического секрета. Таким образом, применяя препараты муколитического действия, в частности карбоцистеин, мы можем надеяться на то, что опосредованно это будет иметь положительный эффект еще и на более быстрое купирование воспаления и санацию организма от болезнетворных микроорганизмов. Спасибо большое.